Привет, дорогие друзья! Снова из Беларуси. Приветствую вас я. Не стану я вас долго задерживать. Как я обещала, в скорейшем следующем видео, то есть в этом, я вам покажу, как мы будем разукрашивать наш будущий фальш-камин. Но сначала предыстория. Итак, дорогие друзья, сзади посторонние звуки. Это у нас мультики смотрит Доминика. Наш фальш-камин. Из чего сделан фальш-камин? Фальш-камин сделан у нас из гипсокартона. Просто железный каркас, обшит гипсокартоном. Вот видно железный каркас и виден даже гипсокартон. Сверху мы зашивать не стали, в принципе, его там не видно. Спасибо, мое солнышко, меня ребенок подкармливает, чтобы я не похудела. Продолжаем. Потом мы брали обычный клей, на который клеят блоки, либо клеят гипсокартон, либо клеят плитку, любой клей. Можно брать гипсовую штукатурку, можно брать обычную штукатурную смесь. Ну и все, и делала кирпичи. Как делала кирпичи, есть об этом у меня видео. И не одно, поэтому кому не сложно, можете посмотреть. И если я не забуду, если у меня получится, потому что с меня блогер еще тот, оставлю ссылочки на видео, где я делала этот камин. Вот. Ну, в принципе, можно поискать, не полениться, кому совсем-совсем интересно. Вот. Что потом? Потом я это все зашлифовала перед вами в прошлом видео и закрасила первый слой белой краской. Краской Снежка, можно брать любую другую краску. Но главное, она водоэмульсионная, она без запаха. То есть у нее есть специфический запах, но он очень такой вот слабенький, можно так сказать, и сохнет очень быстро. Ну, для того, чтобы покрасить наш фальш-камин, кстати, труба у нас тоже имеется у нашего фальш-камина. Он вообще просто нарисован на стенке, тоже также из клея. Видите, слой не очень толстый, везде разный. Вот, но смотрится очень красиво. Как по мне, очень красиво. Я взяла 3 вида колера, цвета, значит, по-русски, да? Красный, желтый и коричневый. И у меня вот вышли 2 вот таких цвета. Здесь просто больше красного, поэтому он такой более под красный кирпич. Здесь больше желтого, здесь уже больше под глину похоже, да, как глина. Вот, поэтому это у нас было пробное, какие цвета, какие краски. Даже видно, что здесь сохнет оно более такое темненькое, да, коричневое, глиняное. А здесь больше с красным оттенком. Поэтому мне больше подходит вот такой вот под настоящий кирпич. Под старинку будем делать. Для начала возьмем краску, нальем в лоточек, в другую мисочку, куда как, потому что много краски разводить не надо. Разводим, делаем такой цвет, какой вам нравится. В данном случае мне нравится вот такой. Но это маленькая мисочка, тарелочка, совсем чуть-чуть. Получится ли у меня развести большее количество краски, я даже и не знаю. Будем пробовать. Так. Наливаем небольшое количество краски. Много не надо, так как это мы будем закрашивать не все. Доминика, я тебя тоже люблю. Так вот будет достаточно. Ну, тут примерно пол-литра. Надеюсь, мне хватит. Мне не придется... Нет, да лучше добавлю. Потому что все-таки пусть лучше останется, нежели половинку этой баночки точно. Ну, белой краски, конечно же, тоже нужно оставить по той причине, по какой швы мы закрашивать не будем. Швы у нас должны остаться беленькими, поэтому максимально аккуратно будем закрашивать фальш-кирпичи. Так, я возьму такую вот кисточку. Такую вот она, ну, прилично широкая, так как палочки у меня нету, и кисточка из краев будет так вот намного удобнее перемешивать. Для начала берем коричневый колер, добавляем совсем немножко, чуть-чуть красного,
и желтый. Желтого можно побольше, так как мы хотим больше под кирпич, да? Ну и все, начинаем все это мы перемешивать. Люблю, когда вот такое получается. Смотрите, какая красота. Очень красиво, да? Надо это заснять и поставить на аватарку, на ролик. Так, все. Перемешиваем. С небольшим усилием. Ага, тут оно так, а тут так. А если без фонарика? А если без фонарика, то так. И то оно цвет делает намного светлее на камеру, нежели он есть само. Так же самое тут. Ну, цвет не совсем тот, который есть, но все-таки не красный и не такой, как у меня получился первый раз. Думаете, это моя первая корыта с краской? Ошибаетесь. Вот что получилось у меня в первый раз. Насыщенный коричневый цвет с краснинкой такой. Не то, я хотела больше под рыжий. Далее, так что не сразу получается то, что мы хотим сделать. Вот, пришлось мне съездить в магазин. И как вы представляете, вместе вот с этой краской, потом я отсюда половину вот этой краски, что в этой емкости, отлила сюда, добавляла сюда белую краску, чтобы разбавить цвет. И в общей сложности вот на это количество краски, вот в этой емкости у меня ушло 4 банки желтого цвета. И что еще? Моя ошибка была, что первый цвет был вообще не желтый, а желтый солнечный. Потом поехала в магазин, купила желтый, опять не тот цвет, который я хочу. В конце концов, поехала в магазин и купила желтый. Но номером 13. Не, это все один и тот же самый номер. Сейчас я вам разложу. Номер 13. Просто эту баночку я уже конкретно вымыла водой. Я туда наливала воду, полоскала и заливала в краску. А эти баночки еще не вымыты. Если мне их помыть, мне так кажется, хорошенько, и добавить сюда, то будет еще более рыжий цвет. Ну ладно. Нам сейчас нужно посмотреть, подходит ли нам этот цвет. Если не подходит, то я реально эти баночки помою. Итак, берем небольшую губку, краску, убираем, так как краски должно быть совсем немножко. И где-нибудь проверяем. Где-нибудь, тут я уже проверяла, видите, какой очень темный цвет, не то, что мне надо. Ну, а вот это вот, видите, более рыжий такой, да? Ну, сейчас он еще подсохнет, он еще посветлеет. Как посветлеет, я вам покажу. Ну так, краску я высушила феном, так намного быстрее дождаться, узнать результат конечного при высыхании краски, какого цвета она будет. Здесь видно, что такая темная. Темную я не хочу. Темную мы, в принципе, можем где-нибудь кирпичики добавить. Основной цвет у нас вот такой вот рыжий, коричневый, вот такой вот цвет. Все, начинаем красить. Берем валик, наливаем на точек нужное количество краски и раскатываем валик. Краску вкатываем в валик. Так. Вот так вот краски много мы на валик не берем. Мы всю краску с валика вытискаем, насколько можно. И стараемся, так, тут тоже, красим кирпичики максимально легенько, не запачкать швы между нашими кирпичами. Но если запачкали, в принципе, можно аккуратненько кисточкой потом закрасить. Подожди, мама занята. И я тебя люблю, деточка моя.
Угу. Что это, мама? Мама, а что это? Мамочка, а что это? Мама, а что это? Ну вот как-то вот так. Арка, камин, труба. Так вот получилось. То, что вышло за линию, ничего страшного, здесь будет у нас тоже что-то будет интересное. В этом угле тоже что-то будет интересное. И вот здесь что-то будет интересное. А что интересно, это опять-таки в следующих роликах. Чуточку попозже. А сейчас на этом этапе тоже не буду останавливаться. Смотрите, видите, вот в этом участке темненькие кирпичики. Это я по тем кирпичам проехалась валиком 2 раза. То есть это один слой, это вот второй слой. Мне кажется, нужно так пройтись местами еще по кирпичам. То есть какие-то кирпичи слабенькие, с белым проблеском, с белым. Вот, видите, не сильно прокрашиваю. То есть я валик сильно не прижимаю, совсем чуть-чуть. Ну и, конечно же, есть у меня тут такие места, где кирпичи не сильно выпуклые. Допустим, вот, да, толщина кирпича. Как тут так показать? Вот так вот. Видно, да? Белая полоса, толщина кирпича. Где-то есть, что этой толщины нету. А в основном сильно прижимала валик. Это здесь я уже так украсила краску и вот попала на швы. Ника, ну иди со своими мультиками, обезьяна малая. Так, где-то я тут еще была маханула. Вы нигде не видите, чтобы я маханула? Ну, в общем, швы проходим, берем кисточку детскую. У кого есть художники маленькие. И прокрашиваем швы беленькой краской. Так, все. Сейчас я добавлю вот такой вот темноты. Побольше, да, где-нибудь местами, в основном на камине и на трубе. Арку трогать не буду. Выделить нужно больше камин и трубу. Ну вот, сделала трубу. Подтемнила этой же краской, только получается уже второй слой. Но она подсохнет, чуть-чуть станет светлее. Совсем чуть-чуть. И камин. Ну и теперь все-таки хочется арку мне тоже так добавить, несколько кирпичей. Ну, как-то блекло смотрится, правда? Однотонно блекло. Некрасиво. Нужно ее вот так вот сделать. Так, арку тоже подтемнила. Ну как? Смотрится неплохо. Но это опять не все. Ну а теперь мы берем грунтовку. У меня она универсальная, укрепляющая, готова к применению для внутренней отделки. Полимерная, однокомпонентная и чего там дисперсия какая-то. Дисперсия D какой-то, непонятно что. Ну, короче, вот такую вот у меня есть грунтовка. Будем наливать грунтовочку.
и черный краситель. Только красивый. Смотрите, как красиво она. Я хочу тоже налить. Грунтовка ее расщепляет, видите? Я хочу тоже налить. Мама, я хочу тоже налить. Все, черный краситель с грунтовкой у нас растворился. Одеваем перчаточку, берем губку, сжимаем и аккуратненько губкой, что-то нам серенькая она какая-то. Ой, накапала. Нет, добавляем еще черного красителя. Наверное, я сейчас испорчу. Вот я уже подтемнила черненьким. Но будь что будет. Ну вот как-то вот так вот удалось мне подчернить мои декоративные кирпичи. Вот так вот арка. Тут угол, мне кажется, чуть темнее, да? Ну и ладно, это же у нас под старинку, под старые кирпичи. Как будто бы настоящие, да? Я вам сейчас ставлю фото. Посмотрите, пожалуйста. Посмотрели? Ничем не отличаются практически мои кирпичи от тех, что сделал Саша на нашем новом доме. Но это, дорогие мои друзья, еще не завершение. Еще я сейчас с вами попрощаюсь, пройдусь беленьким швы, где запачкалась, сделаю. Ну а следующий этап, что мы будем делать здесь, конечно же, в следующем видео, потому что на этом как бы будет у меня уже все. С камином я уже на сегодня хватит. Вот, нужно же когда-то и отдохнуть. Вот. Еще раз покажу вам красоту. Неплохо. Мне нравится. А как вам? Пишите моих под этим роликом комментарий. Вот, еще нужно помыть все, убрать. Пишите в комментариях, как вам такая идея с такой покраской. Может быть, вы сделали немножко по-другому, как бы сделали вы. Делитесь своим мнением. Мне каждое мнение ваше очень интересно. Ой, что еще хочется сказать? Всем крепкого здоровья, успехов в ваших начинаниях. Делайте то, что задумали, и ничего не бойтесь. Всегда то, что вы задумали, то, что вы захотели, все у вас получится, так как у меня. Сразу краску не могла развести, не получалось. А в данный момент у меня все получилось. Я своей работой довольна. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо, что вы со мной. Ждите следующее видео, потому что на этом обработку кирпичей и подготовку камина к приходу Дедушки Мороза я еще не завершила. Всем пока-пока!